Здравствуйте, дорогие зрители! С вами снова наш проект «Беседы у камина». И сегодня в нашем выпуске новый гость, замечательный поэт, арт-критик и доцент кафедры теории и истории мировой литературы Южного федерального университета Вера Владимировна Котелевская. Здравствуйте! В преддверии фестиваля современных искусств, который пройдет в стенах нашей родной публичной библиотеки, хотелось бы обсудить, что же все-таки такое это современное искусство и с чем его принято есть. И начать, я думаю, стоит с определения, с самого термина «современное искусство». Включает ли оно в себя искусство, произведенное только буквально сегодняшним днем, или это более обширное понятие, и все ли искусство сегодняшнего дня можно считать современным? Я обыграю вашу фразу, связанную с тем, с чем едят современное искусство. Вот в том-то и дело, что совершенно непонятно, с чем его едят. Потому что современное искусство, если говорить о его радикальной ветви, так называемом актуальном искусстве, contemporary art, а не всем искусстве, которое создается сегодня в принципе. Вот это искусство идет против конвенции, оно с ними играет, и оно в принципе против того, чтобы канонизироваться каким-то образом. То есть оно может играть с канонами всевозможными, оно только этим и занимается, наверное, почти. В всяком случае, в отличие от авангарда начала XX века, нынешнее радикальное искусство практически не изобретает новые языки, а скорее пользуется старыми и находит какие-то новые отмычки, создает какие-то гибридные конструкции, взаимодействует с мейнстримом и всячески избегает, ускользает от определений. Поэтому, если вы захотите получить некое непротиворечивое определение, скорее всего, вы потерпите неудачу, потому что определение этих множества. Я так полагаю, что, наверное, нас интересует именно актуальное искусство, потому что ведь сегодня создаются произведения, например, в духе Никаса Сафронова, да, который пишет портреты, есть какая-то гламурная фотография, да, и прочее, прочее. Поэтому есть реалистическое искусство, хотя оно очень сильно обновилось. То есть очень много всего создается и разного. Но если говорить об экспериментах и говорить о некоем поставангарде, то это искусство, которое, наверное, в первую очередь перформативно, оно событийно, оно избегает быть заключенным в рамку. Вот здесь у вас пустые рамки, очень хорошая аллюзия, потому что в эту рамку можно поместить все, что угодно. И вот этим помещением в рамку всего, что угодно, занимается актуальное искусство. Если говорить о более конкретных примерах, можете назвать парочку из более-менее близких к нам сегодняшним примеров? Тут, может быть, нужно говорить сначала о тех видах искусства, в которых происходят сегодня наиболее смелые эксперименты. И, пожалуй, это искусство визуальное. Вот как филолог обращу здесь внимание на то, что искусства, связанные с картинкой, неким изображением, перестали называть изобразительным искусством. Сейчас в основном изобразительным искусством называют искусство классической эпохи, модернистской эпохи. То есть мы еще можем говорить, что Пикассо что-то изображал, хотя он деформировал реальность, хотя он деформировал человеческий образ, но это еще можно было назвать изобразительным искусством, потому что сегодня искусства, связанные с наглядностью, они не пытаются что-то изображать. Они работают с готовыми изображениями, с готовыми предметами, так называемым, создают ready-made, да, после Марселя Дюшана. И смешивают всевозможные медиа. То есть фотография может
подражать живописи, живопись может подражать фотографии, как, например, в фотореализме или в гиперреализме, там, начиная с 60-х, 70-х. Ну, могу назвать из вот таких гиперреалистических работ инсталляцию Рона Мьюика «Человек в лодке» 2002 года, где, собственно, в музейном пространстве посетители могли увидеть скульптуру человека голого мужчины, сидящего в лодке. И это было очень натуралистично и близко к реальности. И это было настолько гиперреалистично, что напоминает это, ну, некую идеальную компьютерную копию, такую, да, 3D-копию. Вот. Так что визуальное искусство – это всевозможные эксперименты с наглядностью, с картинкой, вообще с тем, что мы видим. То есть акцент на том, что видят, да, видят зрители. Я вас на секунду прерву. То есть изобразительное искусство отличается от визуального тем, что изобразительное стремится изобразить, а визуальное... Оно ориентировано на реципиента, на того, кто на видит. восприятие. Да, на восприятие, исключительно на восприятие. Поэтому создаются там всевозможные какие-то кинетические скульптуры, происходит игра с оптическими иллюзиями, да. То есть больше нет зрителя, который находится в каком-то статичном положении, да, по отношению к картине, который встал и смотрит на картину там, в какой-нибудь галерее, да. То есть он может обойти ее с разных сторон, художник может создать что-то такое, с чем нужно соприкасаться, трогать, нюхать, там, всячески, ну, как-то вступать в интеракцию, да. Ну и кроме вот работы с изображениями и вообще работы с видением, да, конечно, нужно назвать и всевозможные театральные эксперименты, потому что театр перестал быть исключительно драматургическим театром, и сегодня он стал перформативным по преимуществу. То есть меняется соотношение сцены и зрительного зала, да, меняется отношение к тексту, пьесы, с ней делают все что угодно. Кто-то это осуждает, кто-то это не осуждает. Но так или иначе театр пытается разговаривать с зрителем как бы напрямую. И вот в этом процессе участвует и искусство перформанса, которое, по сути, занимает пограничное положение между искусством визуальными и театром как таковым. Ну, в этом смысле, разумеется, во все уже учебники, книги вошли перформансы Марины Абрамович, которая одновременно работает с собственной телесностью и воздействует на тело, на, собственно, сенсорное восприятие тех, кто приходит смотреть эти перформансы. То есть, пожалуй, вот перформативное искусство, да, визуальное искусство – это то, где сейчас происходят наиболее яркие эксперименты. В гораздо меньшей степени это происходит в кино. Пожалуй, можно говорить о видеоарте, вот, о документальном кино или постдокументальном кино. Ну и, наверное, можно говорить о поэзии, которая начинает взаимодействовать с медиа, начинает использовать какие-то программы, связанные с генерированием текста, экспериментирует вообще с носителем. Ну, например, есть какие-то такие техники намеренной архаизации, когда создаются книги художника со стихами, да, и это такие штучные экземпляры, то есть созданные руками художника вместе с поэтом. Это воспринимается как отдельный такой артефакт, не тиражируемый. Ну и кроме того, поэзия очень активно сегодня использует языки повседневности, социальные практики, и она перестает быть возвышенной, она перестает быть ритмизованной, она больше и больше прозаизируется. И вот эта граница, да, между прозой, документом и поэзией, она очень зыбкая. Хотя по-прежнему существует вот эта концептуальная рамка, если поэт создает текст и определяет это как поэзию, и отдает это в журнал, печатающий поэтические произведения, лирику, да, тем самым он заранее задает восприятие этого текста как поэтического.
И даже если он вмещает в этот текст какие-то бытовые наблюдения, они не воспринимаются как бытовые наблюдения, они сразу воспринимаются с некой метапозиции, и тем самым ракурс меняется. А что же с прозой? Мы поговорили о многих видах, а проза участвует в современном, в актуальном искусстве? Или она отошла на второй план? Ну, пожалуй, вот именно сегодня, наверное, не самое удачное время для экспериментов в области прозы, потому что проза в большей степени вошла в мейнстрим. Писатели создают свои романы, повести, уже заранее планируют, в какой они будут участвовать премии, заранее рассчитывая на определенную читательскую аудиторию. То есть здесь существует значительная степень расчета, так как это существует в массовой культуре, маркетинге. И в определенном смысле проза сейчас как бы возвращается на несколько поколений назад и как бы возвращается в период канонической литературы, но не в буквальном смысле слова, а в том смысле, что она следует жанровому принципу, как всякое массовое искусство. То есть если нужно воздействовать на определенную часть аудитории, нужно спланировать ее ожидания и соответствовать им. Вот. Поэтому в области романа экспериментов сейчас не так много. Пора экспериментов была в 60-х, 70-х, 80-х на Западе, ну и у нас тоже. Сейчас мало экспериментируют, но есть очень любопытные произведения, есть любопытные имена, связанные с тем, что писатели не пытаются влиться в мейнстрим, да, а напротив его всячески как-то пародируют. Ну, пожалуй, здесь, естественно, нужно назвать Сорокина, да, такого живого классика авангарда, тут даже без комментариев. Можно назвать Пелевина, который очень хитро так мимикрирует, да, под масс-медиа. Да, под масс-медиа, под поп-культуру, но, разумеется, он это делает очень иронично. Ну и из вот еще имен любопытных я бы назвала, например, Дмитрия Данилова, прозаика и драматурга, который создает такую как бы намеренно скучную экзистенциальную литературу. У него есть роман «Горизонтальное положение», в котором есть не очень заметный сразу лингвистический эксперимент. Роман этот вышел, по-моему, в 2010 году. И он интересен тем, что перед нами своего рода такой экзистенциальный дневник, ну, вроде «Тошноты», да, Сартра. Ну, рассказывается о буднях некоего там сотрудника редакции, и почти через каждое предложение попадается конструкция с глагольными существительными. Ну, там, например, принуждение себя к началу написания статьи. Вот такие конструкции, которые очень напоминают язык юристов, бюрократический язык, такой обезличенный, без агента, без действия. Да? Ну, агент превращается в такой инструмент. Мне кажется, что Данилов очень хорошо вообще ухватил такое обезличивание современного человека. И вот его пьеса «Человек из Подольска», которая была поставлена как раз-таки в одном из самых известных экспериментальных театров, театр ДОК, она как раз-таки о том, ну это такой кафкианский эксперимент, когда человека допрашивают в полиции и задают ему не канонические вопросы, да, о том, что он делал вчера вечером или что он там нарушил, а беседуют с ним как с обычным человеком, ну, как беседовали бы самые близкие друзья. И в этом, естественно, шок и абсурд. И выясняется, что этот человек живет некой фальшивой жизнью. Он не любит то, что он делает, он не любит город, в котором он живет, он не любит страну, в которой он живет. И он вообще не чувствует, как он живет. То есть он не знает, какого цвета там дверь в подъезде, он не знает, там, какие деревья растут по дороге на работу. Он этого всего не замечает, потому что он живет как машина. Вот нельзя сказать, что такая проза, она гиперэкспериментальна, но она как бы переключает внимание от таких развлекательных, да, функций литературы к функциям скорее модернистского толка, к функциям
ну, своеобразное такое, если по Мишелю Фуко, забота о себе. Забота о себе не в потребительском смысле слова, а в философском, конечно. Возвращаясь к теме разрушения канона и отказа от каноничности как таковой, канон вообще очень многими специалистами, помимо многообразия его функций, признается важным инструментом для определения того, что в целом можно считать искусством, а что искусством считать нельзя. И когда человек, воспитанный на каноничном искусстве, сталкивается с искусством авангардным, у него неизбежно встает вопрос, а можно ли это вообще считать искусством? Так вот, вопрос, который я хотел бы задать, это как отличить авангардное искусство от того, что искусством не является вообще? Ну, я думаю, что эта проблема вообще связана во многом со скоростью изменений социальных и эстетических. И если искусство канонической эпохи, вплоть до романтиков, до начала XIX века, создавалось в обществе, где ничего не менялось веками, и где существовала очень жесткая социально-сословная иерархия, и, соответственно, существовала жесткая иерархия жанров, как о чем рассказывать, как о чем петь. Да? Для всякого человеческого состояния или всякого человеческого запроса существовал свой жанр. И вот очевидно, что в начале XX века, века толп, века масс, вообще века всяких радикальных демократических преобразований, не могло все остаться как прежде. И начиная с 1910-х годов можно наблюдать, как представление об искусстве, как бы о некой рамке, да, о некой конвенции в искусстве или в разных видах искусства, они меняются чуть ли не каждое десятилетие. И, разумеется, современному обывателю очень трудно в этом сориентироваться. То есть можно пойти в Эрмитаж или Третьяковскую галерею, да, и посмотреть, как на протяжении 50 или 100 лет картины писали вот так, а не иначе. Да. И с этим все более-менее понятно, тем более это картины или реалистические, или аллегорические, и они обращаются как бы к каким-то универсальным чувствам, каким-то универсальным категориям, да, может быть, в меньшей степени подверженным изменениям. А 20-21 века – это бесконечные изменения. Поэтому, чтобы сориентироваться, искусство это или нет, сейчас человеку нужно быть очень грамотным. То есть ты не можешь, ну, допустим, недавно на выставке, на ярмарке, арт-ярмарке Арт Базель в Майами, вот итальянский художник, ну, сейчас запамятовала, какое имя, значит, вот итальянский художник, очень знаменитый, очень ироничный, работающий с 80-х, 90-х годов, сделал инсталляцию из банана, которую он просто приклеил скотчем к стене. По-моему, это было продано, первый банан был продан что-то за $120 тысяч. Потом был продан второй банан, а на третий банан цена еще взлетела. Непонятно, что делать с бананом, когда он сгниет. Вероятно, он уже сгнил у счастливых, так сказать, покупателей. Да? Так вот, вопрос, если сейчас в библиотеке, да, допустим, какой-нибудь читатель приклеит банан скотчем к стене, да, или что-то подобное сделает, будет ли это восприниматься как искусство? Скорее всего, нет. Скорее всего, из-за отсутствия контекста просто технический работник подойдет, значит, может быть, обругает, да, этого человека, сдерет это и выбросит в помойку. Нет контекста. И еще очень важен такой момент в современном искусстве, как так называемый назначающий жест художника. Это Пригов, Дмитрий Александрович Пригов так это назвал. Назначающий жест. То есть если художник сказал, вот это искусство, и если этого художника слышат,
То есть для этого нужно художнику уже иметь какую-то предысторию, историю. Тебя должны услышать, да? И ты должен попасть на эту международную ярмарку. Ты с улицы туда не попадешь. То есть прежде ты должен как-то показать и доказать, что ты можешь говорить о современном мире, можешь что-то создавать, что волнует тысячи людей. То есть важен контекст, важно, кто это делает, важно, как это делает. Как говорил Шкловский, а сделанное уже не важно. Вот очень принципиально здесь сама ситуация. Вот это как раз-таки и есть перформативность, без которой современное искусство почти ни в одном из жанров представить себе невозможно. То есть можно говорить о том, что к современному искусству зритель должен себя каким-то образом готовить к его восприятию, находиться в контексте. Да, совершенно очевидно. И зритель должен отслеживать, читать, смотреть и должен себе, в принципе, представлять историю искусства. Потому что история искусства – это, по сути, бесконечный диалог. Если ты не понимаешь, кто с кем о чем спорит, да, ты не поймешь смысла этого высказывания. Поэтому нужно, наверное, читать какие-то журналы, сайты, ну, скажем, есть замечательный журнал, художественный журнал, да, есть журнал «Гараж», издаваемый, собственно, от институции «Гараж». Ну, есть множество каких-то сайтов сейчас, господи, Кольта.ру, да, которая выросла из прежнего сайта openspace.ru. Так что надо следить, чтобы понимать. Кроме того, у обывателей есть еще такая иллюзия, что они понимают классическое искусство. Ну, это тоже такое немножко школьное представление, потому что понимают они там, скорее какую-то там сотую долю смыслов, потому что без контекста ты не можешь понять, в чем, например, было новаторство Альбрехта Дюрера, или ты не можешь понять, там, в чем было новаторство Шекспира, да? Но тебе кажется, что ты понимаешь. Вот это всезнайство и иллюзия своего знания, она в искусстве бесполезна. Мне кажется, что точно так же, как нужно знать там, что-то о Елизаветинской эпохе, точно так же нужно понимать, с кем спорили там, итальянские футуристы, к примеру. Да? Но сейчас, в эпоху интернета, это все очень легко, все материалы доступны. Мне кажется, что для самообразования сейчас очень хорошая эпоха. Одну секунду, я подумаю, какой вопрос хочу следующий задать. Говоря о актуальном искусстве, хотелось бы спросить, творится ли оно сегодня у нас в России? Есть ли видные имена, есть ли выдающиеся художники на нашей земле или большей частью все-таки на Западе? Ну, конечно, есть. Конечно, есть во всех видах искусства. Пожалуй, наиболее резонансная сфера – это политическое искусство, акционизм. Несомненно, здесь возникает сразу на памяти Pussy Riot, их акции, да, Петр Павленский. То есть вот это как раз-таки перформативное искусство. Оно не связано с созданием произведений, с тем, что можно поместить в рамку, и тем, что будет как бы неизменным и готовым, как некий артефакт. Да? Они создавали события, и мы будем судить о том, какое событие создали Pussy Riot, не потому, насколько хорошо они спели, да, и в каком стиле они спели. Они и спеть-то не успели практически. Да? То есть это не было музыкальным концертом. Это, несомненно, была вот такая медиа-акция, которая вне контекста непонятна. Она должна была, по их представлению, произойти именно в этом месте, да, в это время, и выглядеть именно так. Точно так же, как и другие какие-то акции. Ну, пожалуй, можно назвать и
художников, которые работают отчасти в русле такого, ну, скажем, переосмысленного модернизма, да, но я могу назвать сейчас вот из тех, кто на юге России у нас работает, скажем, Владимир Мигачев, краснодарский художник, уже довольно известный в международном пространстве. Он создает картины, да, он их пишет на холсте, но он создает картины, которые, конечно, не претендуют на то, чтобы быть какими-то реалистическими пейзажами, хотя он создает пейзажи. Но это такие как бы постапокалиптические пейзажи, навеянные, я думаю, во многом живописью Ансельма Кифера, послевоенного немецкого художника. Вот. Могу назвать ростовскую художницу Машу Багарас, Марию Багарас, которая создает гениальные инсталляции, как бы создает образы такие в духе киберпанка. И, в общем, она очень современна. При том, что она все-таки работает с объектами, да, а не просто создает чистые акции. Вот. Ну и если говорить еще о других видах искусства, допустим, в области кино, я, наверное, не настолько знаток, чтобы назвать вот каких-то радикальных экспериментаторов, но есть интересные работы, которые создают или создавали, да, режиссеры, мыслящие действительно, ну, в таком контексте, глубоком таком эстетическом контексте, скажем, Рустам Хамдамов, из художников отнюдь не молодого поколения, но невероятно интересный, оригинальный, создающий не нарративный кинематограф, а кинематограф такой поэтический, метонимический. Скажем, вот его картины «Вокальные параллели» или «Мешок без дна». «Мешок без дна» весь построен как бесконечный гипертекст, кинематографический, литературный, живописный. Вот недаром с ним и сотрудничали там люди, тоже причастные к современному искусству, ну, скажем, фотограф Георгий Пинхасов. Но можно упомянуть и ростовского прекрасного режиссера, к сожалению, трагически погибшего в 2018 году, Александра Расторгуева, который создавал или документальное кино, или кино, по сути, не сценарное, по большому счету не сценарное. Вот его фильм «Я тебя люблю», работа с непрофессиональными актерами, размывание вот этой границы между кино игровым и кино неигровым, и вообще его пристальное внимание к повседневности. Такая как бы антигламурная линия, да, антикоммерческая, антипотребительская. Но имен очень много. Надо следить за тем, что делается, например, в выставочном пространстве «Гараж» или в мультимедиа-арт-музее. Да, еще вот интереснейшая группа художественная IES плюс F, если я правильно их аббревиатуру назвала. Это группа художников, работающих с 90-х годов, которые сейчас создают, ну, такие мультимедийные проекты, причем они очень активно вступают в диалог с античным классическим искусством. Ну, допустим, Пир Тримальхиона, который отсылает нас еще к античному роману, собственно, к Петронию, к роману «Сатирикон», и они очень ироничны. Они очень ироничны, они создают как будто бы красивые кадры, красивые картинки, но они достаточно, ну, скажем, откровенно смотрят на современную реальность, они не испытывают иллюзий по поводу нашей действительности сегодняшней. Скажите, пожалуйста, а какова в отношении актуального искусства роль арт-критика, роль, я не знаю, журналов об искусстве, роль вот этой вот руки, которая обычно была для читателя и зрителя искусства таким направляющим вектором в его понимании, учитывая многообразие трактовок, возможных для современного искусства? Я думаю, что поскольку
все современное искусство, все актуальное искусство связано с постоянно вот этой ускользающей рамкой и с постоянным смещением конвенции, потребность в таком медиаторе, интерпретаторе, она особенно сейчас ощутима. Очень часто бывает так, что именно критик создает имя художнику, создает имя какому-то произведению или событию. То есть от того, какой будет интерпретация, и от авторитета этого критика во многом зависит иногда и восприятие чего-то нового, да, и судьба вообще этого события или этого артефакта. Поэтому так же, как куратор сегодня это очень важная знаковая фигура, очень важный такой медиатор, критик тоже, по сути, выступает своего рода переводчиком для тех, кто воспринимает современное искусство. Мне кажется, что роль критика сейчас значительно возросла. Хорошо это или плохо. Ну, мы не говорим о критиках в кавычках, которые выполняют некий такой коммерческий или псевдокоммерческий или социальный заказ. И, по сути, путают интерпретацию, анализ с рекламой, с анонсированием, да. То есть это, хотя это неизбежное следствие общества потребления, но если говорить о критиках в серьезном смысле слова, то это, несомненно, очень важная, одна из ключевых фигур в современном художественном процессе. На мнение каких критиков обыватель сегодня мог бы опереться в попытках понять современное искусство или хотя бы приблизиться к пониманию его? Вы знаете, обыватель часто находит какие-то более легкие пути, да, и критики это чувствуют. Есть критики, которые, скажем, выбирают какую-то такую популистскую, да, линию поведения и скорее уже создают интерпретации, которых ждут и которые понятны воспринимающим искусство. Но, разумеется, есть и серьезные фигуры, есть люди опытные, те, кто пишут годами и десятилетиями именно об одном виде искусства и уже являются экспертами. Да? Ну, там, как, например, Андрей Плахов в кинокритике, или Анжелика Артюх, или Зара Абдулаева, да. То есть мне кажется, что здесь критерии, как и везде, одинаковые. То есть нужно смотреть, насколько серьезными изданиями сотрудничает критик, насколько он вообще погружен в процесс художественный. Если он является постоянным членом жюри каких-то, да, привлекается к оценке, к экспертной оценке искусства, тогда ему более-менее можно доверять. Ну и смотреть, с какими СМИ он сотрудничает, конечно. Человек, который пишет обо всех искусствах разом, скорее журналист, да, скорее обозреватель, чем критик, специализирующий на каком-то виде искусства. Скажите, пожалуйста, так получилось, что большинство объектов искусства, о которых мы сегодня успели поговорить, так или иначе обладают определенной провокационностью в плане социальном или в плане самого искусства, как тот же банан, но это же явная провокация относительно, в принципе, искусства как такового. Обязательно ли авангардное, contemporary art, обязательно ли искусство, творящееся сегодня и для сегодняшнего дня, должно быть провокационным? Я только сделаю оговорку, никакого искусства как такового больше не существует. И его никогда не существовало. Оно всегда предельно исторично. Что касается провокационности, мне кажется, что вовсе не обязательно. Авангардное искусство должно быть сегодня провокационным. Оно может быть провокационным, вовсе не обязательно, но обязательно оно, пожалуй, должно быть ироничным. И, главное, самоироничным. Оно должно быть остроумным. Понимаете, когда, по сути, гонку за новаторство выигрывают технологии,
И художник чаще всего не может изобретать новый язык, языки, новые медиа, в каком-то смысле все изобретено, да. Он должен обладать особым интеллектуальным устройством. То есть он должен очень остро чувствовать современность, он должен очень остро понимать, о чем нужно сегодня говорить, или какие темы являются острыми, или какой поворот проблемы вдруг окажется, взволнует там миллионы людей, да, или там тысячи людей. Поэтому скорее современный художник должен мыслить иронично, видеть себя в историческом каком-то, да, процессе, видеть себя внутри современности, то есть вообще обладать вот такой метапозицией. Мне кажется, что современный художник в большей степени должен быть интеллектуальным, чем раньше. То есть художник-поэт больше не должен быть глуповатым, обыгрывая, да, известный анекдот. То есть он должен чувствовать, понимать и очень остро видеть современность. Для этого нужна ирония. А провокация, да, это возможное последствие, возможное средство, но не единственное. Иногда художнику нужно быть намеренно скучным, например, намеренно медленным, скажем, как в свое время был Петер Хандке, который создавал прозу, которая очень медленно читается, она рассчитана на какую-то медитативную позицию, в то время как образы в повседневной реальности бесконечно мелькают, загружают нас шумами, да, звуками, сообщениями, то есть это бесконечное такое мультимедийное мельтешение. Или, скажем, вот в кинематографе и в театре ДОК, в русском, да, в российском, есть тенденция создавать произведения как бы бессюжетные, без коллизии, без интриги. Разумеется, это сознательный ход. Здесь нет прямо жесткой провокации, но здесь есть вот эта ирония по отношению к утвердившимся мейнстрим. Да? Вы любите новеллы, вы любите авантюрные сюжеты, а мы вам создадим что-то совершенно бессюжетное, без начала и конца. Да? Как, скажем, вот Папагребский в кинематографе создал фильм «Простые вещи», потом «Как я провел этим летом». То есть, в общем-то, фильмы, где как бы по-чеховски сглажена вот эта коллизия, да, а драматизм вырастает из, скорее, невозможности изменить ситуацию. Вот как бы вечно длящегося настоящего, вечно длящегося какого-то затяжного конфликта или какой-то боли, или какого-то состояния. Хорошо, наверное, последний вопрос нашей сегодняшней встречи будет звучать так. Должен ли обыватель стремиться понять современное искусство? Нужно ли оно ему? И если да, то на что оно откроет ему глаза? Вот в вашем вопросе есть изначальное противоречие, потому что обыватель ждет от искусства все-таки некоего развлечения, некой компенсации за его обывательские будни. Причем обывателем может быть человек любого рода деятельности, просто он погружен в рутину, его пожирает работа, да, он приходит, ему нужно расслабиться. Он смотрит детектив, сериал какой-то, да, и от искусства он тоже ждет, чтобы ему немножечко как бы почесали, пощекотали какие-то сенсорные, да, рецепторы, а большего он не хочет. Радикальное же искусство, оно рассчитано не на то, чтобы вызвать катарсис, умиротворение, да, примирение с действительностью, а наоборот беспокоить человека. И поэтому оно и выбирает некую затрудненную форму и шокирует, провоцирует как раз-таки того самого обывателя. Потому что человек думающий, он не нуждается в провокации. Именно поэтому очень часто актуальное искусство раздражает людей думающих. Потому что с ними разговаривают как с детьми, да, разговаривают как с обывателем. Если ты не обыватель внутри, да, если ты готов думать и говорить о каких-то проклятых вопросах, то для тебя не нужны все эти радикальные методы. Ты готов к более спокойному диалогу. Но актуальное искусство всегда работает как раз-таки с человеком массой.
Поэтому трудно ожидать от человека массы, если он таковым уже является, ожидать какого-то движения навстречу. Я думаю, что эта конфронтация будет существовать практически всегда. Другое дело, если человек не понимает, но хочет понять, да, ему нужно заниматься самообразованием. Но, может быть, нужно выбрать те сферы искусства, которые его, просто ему в силу каких-то пристрастий интересны. Кому-то интересен театр, но совершенно не интересна литература, да, какие-то языковые эксперименты. Кому-то интересно то, что происходит в музыке, вообще в саунд-арте, да, то есть в более широком таком уже пространстве звуковых экспериментов, акустических экспериментов, а при этом неинтересно, скажем, кино. Поэтому обыватель, он и есть обыватель, да, это какая-то такая готовая формула, готовый типаж человека, который не готов меняться. Но если человек просто в стадии такого новичка, да, дилетанта, он точно так же, как может для себя постичь какое-то классическое искусство и научиться в нем разбираться, точно так же может научиться разбираться и в актуальном искусстве. Это обнадеживает. Вера Владимировна, спасибо вам огромное за интервью, за наш разговор. От лица Донской государственной публичной библиотеки я должен предложить вам этот букет в качестве благодарности. Красиво. Хотя это совершенно не провокационно. Что это поделаешь. красиво. У нас такой немножко классический стиль самого проекта, поэтому мы не очень современные, да, к сожалению. В современности она в головах, в общем-то. Спасибо за приглашение, мне было очень интересно беседовать. Что ж, спасибо вам большое за просмотр. Увидимся с вами в следующем выпуске нашего проекта «Беседы у камина».